Всем привет и спасибо, что зашли ко мне на канал. В интернете очень много всякой разной информации, очень много есть мастер-классов, но я благодарю вас, что вы зашли ко мне. Я поделюсь с вами своими знаниями, своими умениями. В этом видео я покажу, как связать идеальный овал. Вот и такой маленький. В прошлом видео я вязала круг. Кому это интересно, может вернуться. Я оставлю ссылочку посмотреть. Мы вязали круг. А сейчас я вам покажу, как с круга можно легко рассчитать овал. Значит, как мы вязали круг? В каждом ряду мы добавляем 6 столбиков. Вот. Круг делится на 6 сегментов. И в каждом ряду мы строго добавляем 6 прибавочек делаем. Теперь у нас есть круг. Мы его разделяем. И у нас получается овал. Мы можем овал делать разных размеров. Маленький, большой, очень большой. Как рассчитать? Это очень легко. Мы берем, вот, например, мне нужен такого размера овал. Я отмеряю длину. Давайте чуть-чуть побольше сделаем. Вот, длина 25 сантиметров. Ширина 15. Значит, середина у нас вот 10 сантиметров. 10 сантиметров. Значит, мы набираем цепочку из воздушных петель 10 сантиметров. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12. И прикладываю. Вот. Мне нужно 10 сантиметров 12 воздушных петель. И от этих 12 воздушных петель мы будем отталкиваться. То есть вы здесь набираете цепочку. Здесь вы набираете цепочку в сантиметрах. То есть если это тоненькая пряжа, это будет не 12 воздушных петель. Это может быть 20 воздушных петель. Если пряжа толстая, это может быть больше, меньше. Но мы меряем именно в сантиметрах. Есть. И у нас на каждом поворотном ряду будут так же, как и в круге, прибавки. У нас с одной стороны 3 сегмента прибавок и с другой стороны 3 сегмента прибавок. Центр мы просто провязываем столбиками. Я вам вставила схему овала. Вязать я буду ленточной пряжей. 100 метров в моточке. Крючок у меня будет номер 7. Начинаем вязать. Первый у меня закрепляющий, я его не считаю. И теперь 12 воздушных петель. Одну я пропускаю, сразу в нее ставлю маркер. И этот столбик я пропускаю, в следующий начинаю вязать. Для того, чтобы получилась красивая косичка, я переворачиваю и начинаю вязать вот под косичку столбики. Вяжу 10 столбиков. 1. И сюда же под косичку. 2. 3.
6, 7, 8, 9, 10. 10 есть. Сейчас я сюда вставляю опять же маркер. И в последнюю, это 11-я, мы помним, одну мы пропустили, это 12-я. В эту провязываем 3 столбика в одну петелечку. 1 столбик, 2 и 3. Теперь вот это первое, что я набирала петлю, я ее не считала, я ее сейчас распущу. Вот, я ее распускаю, подтягиваю, и я ее ввяжу в изделие. И теперь берем за полустеночку. Вот у нас петля, у нас есть передняя стенка, есть задняя. Мы провязываем за заднюю стенку и сюда прокладываем этот хвостик. 1, опять 2, и опять же за полустенку 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Этот хвостик мы опускаем, потом его отрежем. 9. И теперь смотрите внимательно. Получается 10-й столбик. И здесь первая петля, которую мы пропустили, не провязывали. Мы в нее будем провязывать 3 столбика без накида. Сразу я маркер этот снимаю, перецепливаю на петлю, в которой будет 3 столбика прибавки, и в одну петелечку вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Есть. Этот ряд закончился. Дальше мы переходим вязать по спирали. 10 столбиков опять вяжем без накида до следующей прибавки. Первый столбик, 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и смотрите 10. Вот. Мы дошли до следующей прибавки. Сразу маркер снимаю и переодеваю на эту петлю. Это будет в следующем ряду начинаться тут прибавки. Девочки, смотрите, как красиво получается донышко без отверстия, такой идет косичечкой. Следующий ряд у нас было 3 петли в одну петелечку. Вот 3 столбика в одну петелечку. Сейчас мы вяжем 3 прибавки. То есть в каждый столбик по 2 столбика. Прибавка первая, 1 столбик, 2 столбик. Прибавка вторая, 1 столбик, в эту же петелечку 2 столбик, уже 4, и прибавка третья,
1, 2. Есть 3 прибавки, 6 столбиков. Дальше вяжем 10 столбиков. Так, 10. Донышко закручивается, потому что это ленточная пряжа, ее потом нужно сделать и влажную обработку. И опять я маркер снимаю, переодеваю на эту петлю. И с этой стороны мы тоже делаем 3 прибавки, то есть 6 столбиков провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Есть. Дальше вяжем 10 столбиков без накида. И 10. Опять меняю маркер. Здесь мы вяжем столбик, прибавка 3 раза. Повторяем: столбик, прибавка. Опять столбик, прибавка. И опять третий столбик и третья прибавка. Есть. Так, 10 столбиков до следующего круга поворота. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Опять меняю маркер. Столбик, столбик, прибавка. Опять столбик, прибавка. И опять столбик третий, и третья прибавка. И опять вяжем 10 столбиков без накида.
прибавка. Этот ряд мы начинаем с прибавки и 2 столбика. 1, 2. Опять прибавка. И 2 столбика. Раз, 2. И третья прибавка. И 2 столбика. Так, и 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Нигде не ошиблась, все верно. Маркер пересняли. Так. И опять же мы начинаем прибавка 2 столбика. Эта ленточная пряжа, она закручивается после того, как ее отпаришь, она приобретает потом форму. Так что это ничего страшного, что она закручивается. Итак, девочки, вяжем прибавка. Прибавка 2 столбика. 1 столбик. 2 столбика. Опять прибавка. Два столбика. Раз, 2. И третья прибавка. И 2 столбика. Вот у нас такой получился овал. Маркер снимаю, он больше мне не нужен. Если нужно закрыть изделие, мы просто закрываем соединительным столбиком. Вот. И закрываем петлю. Овал очень красивый. Закрытая, нет в середине дырочек, закрытая эта пустота. В маленьком, как оно тоже красиво. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, включайте колокольчик. Дальше будет еще много разных интересных моментов. Много будет разных мастер-классов по вязанию. Все, спасибо, всем удачи, ровных петелечек, вяжите с удовольствием.